Приветствую всех, с вами Балрак, и мы продолжаем проходить Steelrising. Я клавомышь дергаю. Да, в прошлый раз отправились по квесту происхождения, в той же стороне оказался другой квест, так что сейчас я, видимо, по нему иду. Кстати, что это за квест? Ради будущего королевства. Всадники, груз. Короче, надо найти всадников и груз. Ну, для начала давайте разберемся, что здесь. Ау, ничего себе. Получим. Фига. Блин. Офигеть. Я вообще-то нажимал. Я нажимал, но у меня не то в слоте. Ладно, принимается. Ну, в этот раз второй не сагрился. Давай. Ау! Толстые, что я их максимально улучшенной пушкой не могу сходу убить. Эта дверь, к сожалению, не открывается, но зато можно сюда запрыгнуть. И это ради лута. Отсюда я, видимо, могу туда перепрыгнуть, но, по-моему, я и снизу могу. Так. Больше я здесь ничего не могу сделать? Видимо, нет. Ну ладно. Что здесь? И здесь я там могу куда-то запрыгнуть. Это просто... Да, это ограда. Здесь я могу перепрыгнуть. Хочу ли я? Смогу ли я вернуться потом? Не уверен. Хотя вроде бы там есть зацепка. Отсюда непонятно. Так, ну-ка еще раз. Да, вроде как зацепка есть. Я все еще не уверен, что это оно. Ну, что-то там. Хорошо, -1. Класс. Ну, этот не должен быть проблемой. Хотя у него и получилось меня задамажить. Даже лут в бочке. Парализующая граната. Вполне полезный лут. Да,
Могу зацепиться. Хорошо. Эссенция благородной души. Так, ну это не просто дворик, здесь еще куда-то путь. Ага. Это похоже на шорткат. Да. Я даже знаю, куда этот шорткат ведет. По сути, к началу. Удобно. В данный момент это не сильно нужно. Так, здесь что? И здесь можно опять же куда-то запрыгнуть. Еще здесь можно пройти сюда. Будет здесь какой-то моб? Подозрительные кусты, но модуль длительности негативных эффектов. А здесь ключ от модуля. Возможно, я могу улучшить модуль какой-нибудь. А может быть и нет. Блин, я не понимаю, куда я иду. Так, короче, я вернусь назад. А то это как-то подозрительно. Я далеко ушел уже. Я думаю, здесь будет типа ответвление на один дворик. Но что-то я как-то далековато уже здесь ответвился. Так. Путей наверх не вижу. Хочу посмотреть хотя бы, что в другой стороне здесь. Так, это не открывается таким образом. Хотя мне возможно, я с той стороны был. Но может быть и нет. Может быть, я ошибаюсь. Чё? This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Don't be afraid. I mean you no harm. Oh, Seigneur, he can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Что еще скажешь? Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. Только что он говорил, что я должен знать, что с ними случилось, типа, что я к этому причастен, и он тут же выдал, куда пошли выжившие. Гениально, по-моему. Where did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, Vertu. Что такой агрессивный? Только что выдал всех выживших. Не запрыгнуть. Так, но как туда попасть? Видимо, все-таки отсюда. Другого пути я не вижу. Окей, ура. Получилось. Эссенция воинской души. Ну, сойдет. Души никогда не повредят. Блин, и это тоже выглядит как путь вперед.
На самом деле, пожалуй, это в большей степени выглядит как путь вперед, чем то, где я до этого был. Я подозреваю наличие пауков где-то здесь. Заметит он меня? Видимо, нет. А! А. Изи. Так, и что у нас здесь? Ну, это все еще похоже на путь вперед. Типа мимо церкви куда-то туда. Ладно, видимо, я вернусь туда, где я был. И разберусь с тем, что там. Все-таки. Может быть, там всего ничего осталось. И я зря ушел вообще. Это было типа здесь, правильно? Че? Блин. Случайно хилку заюзал. Внизу тут ничего не могло быть, потому что внизу я был и подобрал все, что там могло быть. Правильно? Будем считать, что да. Так, здесь точно ничего? Точно. Блин, серьезно? То есть и это то, куда мне нужно, и то, куда мне нужно, получается. Ладно, я пойду сюда, а туда потом вернусь от начала примерно. По крайней мере, путь у меня расчищен более-менее. А зачем возможность туда запрыгнуть? Или я там что-то подобрал до этого? Может быть так. Эссенция благородной души. У тебя чугун. Сойдет. Туда лучше не прыгать. Получится тебя забэкстабить? По всей видимости, получится. 666 урона. Мне нравится цифра урона. От бэкстава. Я уже было подумал, что оно не ломается. Мне это, правда, ничего не дало. Но, тем не менее. Просто тупик. Просто тупик с лутом. Запрыгнуть я тут, наверное, не смогу. Но, видимо, мне и не нужно. Потому что у меня есть путь к реке. Да? Или нет? Что за фигня? А!
Не знаю, зачем этот спуск здесь, но игра от меня хочет не этого. Игра хочет, чтобы я тут прыгал. Дворец инвалидов. Сразу же тупик с лутом, что приятно. Эти ящики здесь просто так стоят? Или я могу куда-то запрыгнуть? Видимо, просто так. Так, мне очевидно сюда. А с этой стороны... С этой стороны бочки. Которых нифига нету. Нет, в одной из них что-то все-таки есть. Обычное масло, но тоже сойдет. Запрыгнуть никуда не могу. Ладно. Тогда погнали сюда. Здесь даже нету врагов. Удивительно. Но зато здесь есть лор. Даже так. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes? Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Очки. Ладно. И это последнее. Последний отголосок здесь. Да. Окей. То есть где-то рядом должен быть босс. Интересно. Что? Ничего. Эти бочки не ломаются. Это место вполне похоже на арену босса. Но как-то висталка далековато, мне кажется. Очень даже вполне похоже на арену босса. У меня есть 3 хилки. Электрический босс. Здоровенный, зараза. С ключом. Казначей. Что еще ты делаешь? Что это такое? Оу. Интересно. Блин.
еще и топает. Могу я его выбить? Ну, условно. Угу. Теперь он совсем электрическим стал. А! Окей, теперь он слегка летает. Ну, за еще один заряд я его заморожу. Поджечь, насколько я его могу. Давай, взлетай. Нифига себе. Ау. Ау. Да, блин. Я тебя поджечь вообще-то пытаюсь. А, ну все, пока. Пока. Интересный босс. Стоп, он не может... А, нет, он может догореть. Хорошо. Ладья в доме инвалидов. Ну, допустим. Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. Окей. Поговорим. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of?
My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And, most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. Блин, напрягает, что никак не обозначаются реплики, которые уже... Диалоги, которые уже продиалогил, так сказать, поговорил. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. Допустим. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. И это прям вот так. Так, стоп. У меня там лут остался. У меня ведь там остался лут, правильно? À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Ладно. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Ладно. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Монахи. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia convent your headquarters and a welcome refuge. Окей, поговорили. Хотя я подозреваю, что здесь сейчас We будет must еще... speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Теперь поговорили. Monsieur Necker,
I owe you my life, madame. So I'm embarrassed to ask you for anything more. Ну ладно. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally fill the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. Еще сайд-квест. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They Да. must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. Ну, этот чувак, о котором он говорит, здесь же находится, так что Мирабо. Так что можно его спросить. И, возможно, это тот сундук, который я встречал и не мог открыть. Типа, мне нужен был ключ. Ладно, судьба Сюзанны. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides, we were separated in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Так, нет, ну это все хорошо. Блин, здесь еще миллион записок. Ладно. Письмо месье де Лафайету. Прекрасная Габриэль. 25 апреля 1789 года. Маркизу де Лафайету. Любезный муж. Как мы и договаривались, этим утром я принимала месье Мерсье, директора ботанического сада. Он прибыл на корабле, и долгое путешествие плохо сказалось на его здоровье. Тем не менее, он решил лично посетить плантацию и поделиться своим ценным мнением. По его словам, почва здесь прекрасная, и стоит построить теплицы для 500 саженцев гвоздичных деревьев. Или около того. Кроме того, понадобятся лестницы для сбора урожая, сушильни и амбары. Если вас это устраивает, сообщите мне как можно скорее. Я очень скучаю и всей душой надеюсь вновь увидеться в этом далеком и дорогом нам краю. Адриана. Eh bien, Aegis, did you make sure my men managed to collect the cargo? No, I haven't gone there yet. Et alors, what are you waiting for? This is a matter of the utmost importance. The exchange was to take place near the Église du Gros Caillou, the town next to Это было. Я вообще, блин, с тобой не разговаривал. Monsieur le Marquis. Короче, с этим не говорить. Письмо аббату Григуару. Аббату Григуару, приходскому священнику из коммуны Амбермениль, Монпере. Устав ордена запрещает нам вмешиваться в мирские дела. Лишь молитвой спасем мы души тех, кого всемилостивый Господь решил призвать к себе. Я верю вам реликварии нашего братства и молюсь, чтобы все, кто найдет убежище трапезной нашего монастыря, защитили его от грозящего нам всем уничтожения. Да хранит вас Бог. Отец Этьен, священник ордена меньших братьев. Окей. Еще. Да, еще. И ты здесь? Письмо Жюльену Раймонду.
Из Аквина, Сан-Доминго, 20 марта 1789 года. С Божьей милостью, с Божьей помощью вы получите это письмо до начала работы Генеральных Штатов. Мы призываем вас не ограничиваться вопросами земледелия и не стесняться в требованиях на заседаниях в Версале. Наш главный аргумент – у нас нет депутатов, и все, чего хотят бедные представители, для нас не закон. Белые представители. Твердо стойте на своем и дайте отпор их презрению к нам. А еще поговорите с месье Некером. На его счету много благотворительных дел, что говорит о его человеколюбии и сердце открытом для угнетенных. С пожеланиями здоровья, ваш друг и брат Франсуа Раймонд. Так, больше нет, есть еще записка. Памфлет, обличающий Некера. Друг народа, выпуск С-23. Ладно. Беспристрастная политическая газета, автор месье Марат, 11 мая 1789 года. Какой толк в остром уме, мастерстве, дерзости и стойкости, если они не работают на благо общества? Не стоит забывать, что год назад месье Некер фактически подписал указ о голоде. Заявив об угрозе нехватки продовольствия в 1988 году, он тем самым дал толчок к росту цен на хлеб, а затем воспользовался этим и установил монополию, лишив пекарей свободы покупать припасы на свое усмотрение. Таким образом, уважаемые читатели, наш благодетель приправил к рукам все зерно в королевстве, чтобы обогатить своих приспешников-перепутчиков. Его друзья-министры, дворяне, верховные судьи и другие ушлые проходимцы, все они участники заговора. С помощью дворцовых потаскух и резоблюдов эти грабители наживаются на несчастьях народа. Граждане, мое перо свободно и будет изобличать месье Некера, покуда он Да блин. Ладно. Где это искать? Ага, вот. Граждане, мое перо свободно и будет изобличать месье Некера, покуда он заправляет делами королевства. Я буду писать о каждом его преступлении, пока этот голодающий не спасется бегством, не в силах скрыться от нашего праведного гнева. Ладно. Все, больше записок нету? Вроде бы нет. Так, кто-нибудь что-нибудь скажет? Bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. Я не помню, чтобы было народное восстание, так что... Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the Patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mention share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I'm now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory, and that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Paternoster quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated,
These statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Take a look at this ledger, Monsieur Lavoisier. It contains a list of metals. I found it by the factories, near Vaucanson's workshop. Let's see. Steel, molybdenum, very good. Tiens, donc, tungsten and zirconium. This master blacksmith knows his trade. These metals can be used to make the strongest alloy imaginable, as long as you have a fortune to invest. For that, our clockwork tyrant knows no bounds. Well, Monsieur Lavoisier, is there any way to break this alloy? Break it? Certainly not. But a mineral acid could change its structure. Melt it, perhaps. I would recommend sulfuric acid, or vitriol, if you prefer to use its common name. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at l'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his research. Поговорили. Так. А что ты скажешь про Генеральные Штаты? Алло. Блин, свали нафиг с дороги. Ладно. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories, but the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations, and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at l'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his research. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Так, ты точно ничего больше не скажешь? Ладно, может быть он сломался. Так, Мирабо. Monsieur de Mirabeau. Да, тайный сейф. Minister Necker claims that you are a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What lock could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly.
Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Погоди. Мне было еще о чем поговорить с тобой. Куда он делся? Фига себе, взял, свалил. Так, Лавуазье. Угу. Или бои. Давайте бои. Monsieur Bailly. Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. Дофига всего. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Блин, здесь это все когда-нибудь кончится? I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Ну да. Чё-то он свалил, когда я про тренинг с ним заговорил. Так, ладно, давай про... How was your search at the Vaucansons' home? I found this penknife there. I was struck with a vision as soon as I picked it up. I saw Mademoiselle de Vaucanson running from the Comte de Cagliostro. This letter refers to a hiding place where she often sought refuge. It's in the Jardin du Luxembourg. I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg gardens when suddenly Athénaïs jumped out from our hiding place like a wild animal. It was a startling, almost frightening sight. The spot is on the edge of the garden, hidden by vegetation between two statues. Что между двух статуй. Ладно, постараемся найти. Would you happen to know where I could find some vitriol? Sulfuric acid? Of course. Combined with sea salt and green copperas, we use it to polish the lenses of our telescopes. But I don't know how much we have. You would need to go to the Louvre and take a look at the observatory storeroom to find out. If you will allow me to. Of course, madame. Here is the key. Окей. Goodbye, Monsieur B. Так, ладно. Может, ты мне поможешь с тайником? Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Да. Давайте начнем с этого. I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Интересно. Ладно. What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue.
which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison, of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? Ладно. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Память о дофине. То есть сына королевы отравили. Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? Aegis, a word, s'il vous plaît. Ну давай поговорим. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Почему здесь закончить разговор? Первая реплика. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santilles are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. It is true that every reform must be approached with prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Massiac alive. Поговорили. Ладно, он еще что-то хотел сказать. Did you go to the Hotel de Massiac? Нет. No, not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. Еще вот это. Фига. What is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas,
There's been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. What fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved это уже person было. who sets... This is why those who... As for the... I am fortunate... Naturally, that may... You are quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. I came to France with the aim of having an audience with the king. А, это тоже было. Ладно, тогда закончим разговор. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Merry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Ладно, хотя бы это... Goodbye, Monseigneur. Хотя бы этот не выдает миллион диалогов. Aegis, I'd like to talk to you about my research. О, да. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. Валяй. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Ну, вообще-то мы об этом только что говорили. Пару минут назад. Ну ладно, допустим. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. Ладно. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis. Oui, mon père. Will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Окей. Bye, mon père. Так, вроде бы у тебя еще были реплики. How is your research on Nicholas Flamel going? I have done nothing yet. Don't take too long, Aegis. Don't forget that the tomb is in the crypt of the Église Saint-Jacques de la Boucherie, under the cemetery.
The church isn't far from the Hôtel de Ville. Goodbye, mon père. Ладно. О чем-то он со мной не поговорил. Так, еще ты. Monsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? I'm not done investigating yet. Don't give up, I beg you. Remember, the last time I saw my poor wife, we were in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. That's in the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. As for the bonds, you'll find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Ну, понятно. Так, Робеспьер больше ничего не говорит? Нет. Либо он сломался, либо я что-то не понимаю. Ты? Eh bien, Aegis, did you make sure my men managed to collect Ладно. alors? The... Goodbye, monsieur le... Окей. Вроде бы со всеми поговорил, все прочитал. Сваливаем наконец-то отсюда. Так. На самом деле мне бы хотелось еще... Что за переписка? Ее Величество Королева. Королеве. Мадам, прикладываю запись отчета о вскрытии, составленного доктором Лемонье. Она прольет свет на обстоятельства смерти вашего старшего сына и на причастность короля к этому делу. Месье Жан де Консон, дорогой... Так, стоп. Да, это я читал. Окей. Ладно. Почему оно все еще подсвечено? Ответить? В смысле ответить? Непонятно. Ладно. Так, улучшение. Ну, я могу улучшить только себя. Здесь все еще дает по 5 выносливости дополнительно. Так что go. Ага. Следующий дает 4, но до 10 я все-таки доведу. А потом продолжим ловкость качать. Окей. Переместиться обратно в дом инвалидов. И прежде чем закончить видео, я хочу пробежать до места сражения с боссом. I have already passed by the Église Sainte-Marie. I can get back there quickly from here. Да, я смогу довольно быстро туда добраться, и это будет место, на котором я закончу видео. Так, я постараюсь пробежать здесь мимо всего. Ладно. Ну, или нет, не ладно. Или ладно. Окей, сойдет. Пока. Я не упаду ведь? Фух. Но был близок к этому. Так, здесь вроде бы врагов нету.
Зато здесь есть босс. Ну, точнее, был босс. Модуль усиления брони 2 и ключ от модуля и орехалк. Круто, кстати. Но ничего уникального. Ну, разве что модуль, возможно, уникальный. Нет, модуль тоже не уникальный. Да. А где этот гроб? А, вот он. Ну, здесь ничего. Так, а это куда меня ведет? Передний двор дома инвалидов. И весталка. Ага, окей, ладно. Тогда я не буду сейчас идти к церкви. Активирую эту весталку. И на этом, пожалуй, закончу. Я вот еще письмо прочитаю. Заявление об отставке. Ваше Величество, поскольку я очевидно утратил ваше доверие, а официальное распоряжение о моей отставке запаздывает, я нижайше прошу вас освободить меня от занимаемой должности в министерстве. Искренне надеюсь, что мой преемник будет верно служить вам и обеспечит вашим преданным безбедную жизнь. Ваше Величество, я был и остаюсь вашим покорным и преданным слугой. Жак Некер. Вроде бы здесь больше ничего не видно. Так что активируем весталку и закончим на этом. Что мне нужно для того, чтобы что-нибудь улучшить? Брусок висмута 2 штуки и бронза 1 штука. И души. Ну, души у меня есть, но если я куплю это все, то у меня душ не будет. Так что пока что я улучшать ничего не буду. Будут ли у меня стихийные веера? Черт его знает. У меня есть 2 физических веера. Особый прием щита, а здесь особый прием контратака, понятно. Ладно, кстати, с ячейками модулей у меня 4 ключа. Ладно, допустим. Масленку я все еще не могу улучшить сильнее, чем она у меня улучшена на данный момент. Здесь мне дофига душ нужно. Броня. Где оно? Надо увеличивать мне броню. Не думаю, что это супер полезно. Так что обойдемся. Почему здесь она одна, а здесь 3? Непонятно. Что за прикол? А, это огненная граната. Ну ладно. Пускай будет. Дофига ледяных. А это что? Уже не важно. Это парализующее. Ну, пожалуй, я вставлю парализующее вместо вот этого. Сойдет. Ну и на этом тогда закончим. Продолжим в следующем видео. А на сегодня на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Балрог. Всем пока.